Ну вот фактически затронули уже вопрос следующий от Андрея, который и спрашивал, почему Запад всегда хочет от России только одного, чтобы ее не было. И Александр в дополнении по этой теме тоже спрашивает, почему на протяжении многих веков происходит в мире такой дисбаланс. Запад ломает и коверкует устои и нравственные нормы народов, губит природу, климат и в итоге, как обычно, ставит человечество у черты погибели. И это делает, подчеркну, совокупный Запад. И неважно, на мой взгляд, это делает ГП или же страновики, и в итоге разгребает это один человек за счет ресурсов России. И возникает вопрос, то ли они тупые, то ли мы такие наивные. А какие мы наивные? Вот вы понимаете, все нужно делать с тем, что есть. Вот насколько ты можешь сделать, столько ты и делаешь. Мы живем на одной планете. Мы вот, или в подводной лодке, если можно сравнить, мы в своем отсеке. И вот наступает такая ситуация, когда если ты не решишь эту проблему, то наступит катастрофа, в результате которой все погибнут. Вот если в соседнем отсеке наступила какая-то катастрофа, а ты в своем отсеке забаррикадировался, сколько ты проживешь на этой утонувшей лодке? Или он с космическим кораблем. В одном отсеке разгерметизация, а ты в другом загерметизировался без спасения общей станции с космического корабля. Сколько? И с планеты Земля то же самое. И Россия вынуждена в критические моменты, напрягая все свои силы, спасать жизнь на планете Земля. Но все эти кризисы не проходят бесследно. Все эти кризисы, они проходят в русле Божьего попущения. И народ на Западе, так или иначе, и, кстати, и надгосударственное управление, глобальный предиктор, и национальные элиты, они так или иначе понимают, что подошли не туда, и надо менять. И становятся договороспособными и меняют. И в этом плане была упущена колоссальнейшая возможность, когда Советский Союз мог предложить свою концепцию глобализации. Западный мир проиграл идеологически и экономически Советскому Союзу. К началу 70-х годов Запад полностью рухнул. Но что произошло? 5 января 1968 года Советский Союз подписывает полную безоговорочную капитуляцию, признав претензии компании Лена Голдфилдс. А после этого логическое завершение разрушения всего Советского Союза. Другого варианта нет. Но в 1968 году подписали, а в 1971 году, когда был отменен золотой стандарт для доллара, и доллар был девальвирован, когда Советский Союз мог прийти со своим рублем, и его хотели все в качестве расчетной валюты, в частности, например, генерал де Голь, поэтому его в 1968 году убрали. Сам он ушел, точнее, в 1969 году, но революцию вот эту вот типа революцию 1968 года. Вот. Хотели, видели в этом оплот, видели поступательное движение. Весь народ смотрел на флагман, который вел к нормальному жизнеустройству, к нормальной экономике, бескризисности. Потому что не могли руководители Советского Союза полностью дезавуировать все идеи социализма и коммунизма. Культ личности Сталина развенчали, много вреда принесли, но полностью не смогли привлекательность социалистической коммунистической идеи ликвидировать. И по рельсам, положенным Сталину, по его запущенный паровоз, шел и вел весь мир. И что сделало советское правительство? Всему миру: нет, кроме валюты доллара. Так он же рухнул. А мы только за доллар. Со всеми только за доллар. Потому что, чего? 5 января 1968 года подписали капитуляцию. Вариантов не было, как Советский Союз поступит после этого.
Ну не было просто этого. Поэтому, когда подписали капитуляцию, вот тогда приступили к демонтажу золотого обеспечения доллара. Убрали де Голля, чтобы неповадно другим было бы. А то, понимаете, он к советскому правительству приедет и скажет: вы что, мужики, вы обалдели? Вы перед кем капитулируете? Они проиграли полностью противостояние с вами. И вы перед ними лапки поднимаете. Так вот, чтобы не было такого, де Голля убрали. И везде так же поступили. Так вот, мы упустили такую возможность тогда с Советским Союзом. Сейчас мы можем не заниматься глобальными проблемами. Но тогда нас раскатают в первую очередь. Потом погибнут и сами. Но сначала нас уничтожат. А я согласен с Путиным. Если вы нас ставите в такие условия, при которых Россия не должна существовать, то нам не нужен мир, в котором нет России. Так что, партнеры американские, прекратите играть с Сирией. Мы не только нанесем удар по носителям, которые в Сирии, но мы сразу же, понимая, что это означает, нанесем удар по ключевым точкам. И в Европе, и в Соединенных Штатах. Другого варианта у нас нет. Это нам дает шанс выжить. Но если мы промедлим с ударом по Европе и по Соединенным Штатам, шанса выжить у нас не будет. Потому что внутренние предатели, которые так или иначе кривят губу на Путина, сделают все, чтобы Россия сгорела в пожаре ядерной войны. Им, понимаете, Путин ничем не занимается. Не хочу слышать никаких доводов, где он там позитивно что-то сделал. Вы скажите, вот что он сделал позитивно. Начинаешь перечислять, нет ничего. Вы нам по экономике внутри России. Да вот, Госсовет сегодня состоялся на Дальнем Востоке. Кто занимается проблемами инфраструктурного? Занимался кто-нибудь? Никто не занимался. Путин занимается и ветхим жильем, и аварийным жильем. А что у нас? А у нас выясняется, деньги есть, проект есть, работы нет. Кто виноват? Кто отвечает? Министр Орешкин. Ну-ка скажите, министр Орешкин, почему все это происходит? А извините, я пришел на совещание, и я не думал, что я буду здесь чего-то отвечать. Я просто не готов. Ты пришел на профильное совещание, ты должен всю информацию. Другой министр: Владимир Владимирович, у вас же лучше цифры, вы-то за меня скажите. Так я вам и говорю, Владимир Владимирович, что вы врете. Вы здесь цифры подтасовали. А, ну да, соврал. Ну и чего? Саботаж. Полнейший везде, полноценный. То, о чем я говорил на прошлом вопросе-ответе. Космодром Восточный. Строители пустоты сделали. Теперь надо переделывать и новые деньги тратить. А кто у нас там контролировал строительство? Патриот из патриотов. Дмитрий Олегович Рогозин. Да руководился таким образом, что стало очевидно, что ему во что бы то ни стало нужна авария ракеты при первом пуске, чтобы списать все. Путин этого не допустил. Но он же патриот. Поэтому надо людям понять, всем людям понять, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не будем помогать Путину, будем губу кривить. Доиграйтесь до ядерной войны.